Тигр жил в саванне в Западной Бенгалии. Он охранял большую площадь и постоянно обходил ее. Дело было не только в самках и пропитании. Если не обойти все и не проверить, то другие тигры могут напасть и убить все потомство. И это беспокоило Раджу больше всего. Нет, он не любил малышей. Но это были его потомки, и надо было охранять их. Особенно он любил лежать на небольшом утесе, на самой его вершине, и смотреть на окружающую его природу. Хвост его нервно дергался. Какой-то непонятный запах. Что-то тревожное. Очень странно. Неужели молодой тигр пытается подкрасться и напасть? Раджа спрыгнул и, втянув острый и терпкий запах земли, травы и дрожащего воздуха, пошел туда, откуда он доносился. Минут через 10, осторожно ступая мягкими подушечками мощных лап, он оказался в густом кустарнике. Оттуда слышался звук, раздражавший его. Он уже решил зарычать, но... Тут прямо к его лапам выкатился маленький серый пушистый комочек. Раджа подпрыгнул от неожиданности и отпрянул. Он рыкнул и оглянулся. Не видели ли эти противные обезьяны его испуга? Эти болтуны всем расскажут. Маленький комочек прижался к большой тигриной лапе и, довольно мяукнув, замурлыкал. Раджа убрал лапу и, опустив голову, стал рассматривать существо. И как? Каким образом и откуда тут оказался этот котенок? Раджа первый раз видел такого зверя. Он был похож на Раджу, но выглядел как-то странно. «Лучше уйти», — подумал тигр. Он был смущен. Терпеть не мог, когда его малыши пытались с ним поиграть. «Лучше уйти». И он пошел. Ночью во время своего чуткого сна Раджа даже не почувствовал ничего, а когда проснулся, то с изумлением заметил, что маленький серый котенок нашел его и спит, устроившись между большими тигриными лапами. Раджа недовольно заворчал и уткнулся носом в маленькое пушистое существо. На секунду промелькнула мысль открыть пасть и покончить с этим происшествием. Но тут серый малыш перевернулся на спинку, подставив белое пушистое пузо тигриному носу и схватил его своими 4 лапами с острыми, как иголочки, коготками. «Ловкий какой», — подумал Раджа. «Точно, как я в детстве». И вместо того, чтобы убить малыша, непонятно почему напоминающего Раджа его самого, тигр уткнулся своим большим носом в маленькое пузико и втянул в себя такой сладкий запах. Котенок играл с тигром и совершенно не боялся его. Через год, когда котенок подрос и стал везде сопровождать своего тигриного друга, они стали охотиться вместе. Нельзя сказать, что это устраивало гарем Раджи. Тигрицы не взлюбили большого серого кота и всегда отгоняли его. Им было непонятно, почему их царь по имени Раджа оказывает этому странному существу такое внимание, когда своих собственных детей сторонится. Кот научился лазить по деревьям, как обезьяна. Да что там обезьяна, гораздо лучше. Кот забирался на деревья и сгонял макак на землю. Просто сбрасывал их, где Раджа догонял и устраивал пиршество. Кот спускался к нему, и они вместе обедали, а потом лежали довольные и смотрели, как бабочки с невероятно красивыми крыльями летают над травой. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. И в саванну приехали браконьеры. Они установили ловушку и поймали в нее Раджу. Кроме пойманного тигра, они убили много животных. А когда пришли забирать Раджу, то столкнулись с его серым котом. Его тоже ранили. Но не бросили. Они решили продать его как диковинку. Но ранение надо было лечить, и поэтому браконьеры принесли подранка к ветеринару, переехавшему в Бенгалию когда-то очень давно из Европы. Ветеринар осмотрел рану кота и сказал, что лечение займет много времени. Браконьеры, чтобы не отягощать себя длинными проблемами и большими расходами, заплатили врачу за усыпление кота. Но это был такой, я вам скажу, странный врач. Он ввел коту простое снотворное и взял деньги. И не смейте его осуждать за деньги. Жить-то надо как-то. Время шло, и большой серый разбойник позабыл свою жизнь в прериях со своим другом Раджой. Он лежал на большом шкафу, где хранились медицинские инструменты. Кот больше не уходил в саванну. Ему нечего было делать там без друга тигра.
Прошел еще год, и браконьеры опять вернулись в Бенгалию, чтобы поймать разных животных и продать их на черном рынке. Но они попали в засаду рейнджеров. Битва была жестокая. Только нескольким преступникам удалось сбежать на машинах. Им срочно нужны были деньги, чтобы заплатить за нелегальный переход границы. Поэтому они решили остановиться по дороге возле небольшого домика ветеринара и ограбить его. Забрать все ценное и лекарства. Продать и уйти от преследования. Ветеринар был беден, но даже то, что у него было, могло помочь им. Все 5 оставшихся в живых браконьеров ввалились в приемную ветеринара и направили на него оружие. «Деньги и лекарства», — потребовал самый главный, и, подняв карабин, направил дуло в голову врача. Кот очень хорошо помнил этого браконьера, и его карабин тоже помнил. Серая молния в долю секунды пронеслась, и острые клыки сомкнулись на горле предводителя. Падая, тот выстрелил и попал в своего товарища напротив. Началась беспорядочная пальба в бешеного серого кота, носившегося в ограниченном пространстве кабинета. Выросший в прерии, он не знал жалости. Он помнил их всех. И последнее, что видели их глаза, это был страшный оскал. Когда прибыла полиция и рейнджеры, их встретила такая картина побоища, что даже видавших виды полицейских замутило, и они выскочили на улицу. Ветврач сидел на полу, у него на коленях лежал большой серый кот. Доктор гладил его. Доктор был в шоке. Его вместе с котом отвезли к одному из старейшин племени, где он и пришел в себя через неделю. Потом он вернулся в свой маленький домик. Надо было работать. Надо было продолжать жизнь. Доктор убрал в кабинете и навел порядок. Кот опять забрался на шкаф с инструментами. Доктор долго сидел в кабинете и ждал, когда принесут больных животных, но никто не приходил. И тогда он вышел из домика. Перед ним стояла большая толпа. В ней были старейшины разных каст и племен. Они молча стояли и ждали. Их помощники вышли вперед и поставили перед доктором на землю большие блюда с украшениями, с золотом, драгоценными камнями, блюда с фруктами и разными яствами. «Что это?» — с изумлением спросил доктор. «Зачем?» Главный старейшина вышел вперед и сказал: «Мы очень хорошо знаем, что произошло здесь. Мы принесли дары». «Какие дары?» — развел руками ветеринар. «Кому дары?» «В твоем коте, выросшем в саванне, живет дух великого воина Нгоньямы Желтогривого», — ответил старейшина. «И таковы наши законы. Прими эти дары и используй их по своему усмотрению. Но мы не можем поступить по-другому». Доктор был теперь сказочно богат. Он стал на самом деле мультимиллионером. И знаете, где он сейчас живет вместе с серым котом, спасшим ему жизнь? Правильно. В том же самом месте. В том же самом домике в Западной Бенгалии. Он потратил деньги и построил большое ранчо, где стоят несколько больниц для людей и животных. И еще у него есть огромный приют для животных, которые не могут вернуться в природу. Жители этого района очень набожны. Они построили храм, и у них теперь есть еще одно божество, плюс к уже имеющимся. Это большой серый кот с 10 лапами, и в каждой лапе по мечу, и на каждом мече написано: «Воздам по справедливости» — это особый храм, куда жители ходят молиться Нгоньяме Серому. Жители считают своей святой обязанностью отработать в больницах доктора, ухаживая за больными людьми и животными, потому что так они приносят дань уважения большому серому коту, спасшему когда-то своего человека. А вам самим решать, правы ли они. Если рассказ понравился, не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях свои впечатления. Всего доброго!